Здравствуйте, дорогие зрители, и добро пожаловать на наш канал. Мы приготовили для вас тему, которая вызывает массу вопросов, обсуждений и даже споров. Почему торговые корабли, которые каждый день перевозят товары по бескрайним океанам, не используют оружие в борьбе с пиратами? Эта тема, покрытая историей, правовыми аспектами, этическими дилеммами и экономическими соображениями. Каждый год миллиарды долларов товаров проходят через океаны, а храбрые пираты, как рыбы в воде, угрожают этим маршрутами. Почему же встреча с пиратами не приводит к использованию оружия? Давайте углубимся в эту удивительную и многослойную проблему. Чтобы понять современное пиратство, нужно взглянуть в историю. Пиратство существует с тех пор, как люди начали осваивать морские просторы. Древние моряки, рискуя своим благосостоянием и жизнью, сталкивались с угрозой нападения. Пираты, известные своей смелостью и хитростью, на протяжении веков орудовали на морях, грабя торговые суда. В средние века стало ясно, что морское плавание связано с высокой опасностью. Пираты использовали свои маневренные малые суда, чтобы ловить большие и медлительные контейнеровозы. Морские державы начали создавать свои военно-морские силы для защиты торговых путей и наведения порядка на морях. Военные корабли стали символом власти, и капитаны торговых судов зависели от силы, чтобы защитить свои корабли и грузы. Однако желание выжить в условиях постоянной угрозы заставляло их принимать рискованные решения. Конечно, на ранних этапах мореплавания пираты встречали меньше препятствий. Не было ни технологий наблюдения, ни современных средств связи. С течением времени пиратство стало эволюционировать. В 20 веке мы стали свидетелями новой волны пиратства, более организованной и использующей технологические достижения. Такие группы, как сомалийские пираты, стали известны своими успешно организованными нападениями на контейнеровозы, используя высокоскоростные маленькие лодки. К сожалению, современные данные неутешительны. Согласно отчету Международной морской организации, в 2021 году было зарегистрировано около 200 нападений на торговые суда по всему миру. Эти цифры подчеркивают растущую опасность, которая угрожает не только мореплаванию, но и глобальной экономике. Теперь давайте рассмотрим правовые аспекты, которые останавливают торговые суда от использования оружия в навигации. Международная правовая система формируется в течение многих десятилетий и крайне сложна. Один из основных документов, регулирующих морское право, это Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, которая охватывает более 160 стран. В ней четко изложены нормы относительно использования силы в международных водах, включая право на самозащиту. Но вот в чем дело. Хотя у людей есть право на самозащиту, это право имеет множество форм и условий. Жесткие правовые нормы международного морского права требуют от судовладельцев и капитанов следовать четким правилам. Даже ношение огнестрельного оружия может быть запрещено в некоторых странах или при пересечении географических границ других государств. Капитаны часто оказываются в ситуации, когда быстрое решение может привести к правовым последствиям. Представьте себе, команда торгового судна замечает приближающиеся пиратские лодки. В такой момент, когда время на принятие решения истекает, у них нет ясной юридической основы для применения оружия. Эта неопределенность создает серьезные проблемы. Зная, что ранения или смерти могут привести к юридическим последствиям, многие капитаны отказываются от использования оружия, даже если это может угрожать их жизни и жизни команды. Однако, помимо правовых вопросов, этические и моральные аспекты также оказывают значительное влияние на решение не применять оружие. Мы все стремимся жить в мире, где приоритет отдается уважению к жизни и правам человека. Столкновение с пиратами может привести к ужасным последствиям, в которых может пострадать не только экипаж, но и сами пираты. В 2010 году произошел инцидент, который потряс весь мир. Пираты захватили танкер в Индийском океане, и в ходе штурма погибло 3 члена экипажа. Этот трагический случай стал темой горячих дискуссий
и обсуждений в социальных сетях, где массированное внимание оказалось сосредоточено на компаниях, чьи операционные цепочки были связаны с такими инцидентами. Общественное возмущение приводило к требованиям о более гуманном подходе к решению проблемы. Исследование от компании McKinsey в 2021 году показало, что 78% потребителей искали компании с хорошей репутацией и экологическим сознанием. Эти данные подчеркивают важность для современных брендов принимать этические решения и избегать конфронтации. Пиратство — это не просто захватывающая история о разбойниках. Это серьезная этическая проблема, требующая внимания и ответственных решений от всех сторон. Но давайте подведем итоги и проанализируем экономические факторы, играющие важную роль в этой ситуации. Вооружение торговых судов требует значительных финансовых вложений, и эти расходы могут значительно варьироваться. Эксперты утверждают, что стоимость оснащения судна оружием может достигать сотен тысяч долларов, и это не учитывая дополнительных затрат на обучение экипажа. Страхование становится еще одним значимым фактором в этой игре. Постоянный страх перед пиратскими атаками означает, что компании должны следить за изменениями в страховых правах. Даже в случае, если корабль оснастят оружием, страховые премии могут возрастать, так как уровень риска для страховых компаний возрастает. По данным Bloomberg, в 2021 году страховка для судов с вооружением возросла на 25%. Таким образом, малым и средним предприятиям оказывается сложно взять на себя риск, который может стать непосильным бременем. Современные компании предпочитают исследовать более доступные альтернативные методы защиты. Например, рынок частных охранных компаний становится все более привлекательным для судовладельцев и капитанов. Согласно исследованию 2022 года, использование частных охранников на морских судах возросло на 40%. Это позволяет им обеспечить защиту, не вкладывая значительные средства в приобретение оружия, и при этом снимает ряд правовых проблем. Теперь давайте подробнее остановимся на альтернативных методах, которые помогают обеспечить безопасность торговых судов. Эти методы нередко включают в себя интеграцию современных технологий и стратегических приемов. Одним из наиболее эффективных подходов является использование визуального наблюдения с помощью беспилотников, которые могут быстро и эффективно обнаруживать потенциальные угрозы. Немаловажно также маршрутизирование через безопасные коридоры. Например, в 2022 году Всемирная морская организация рекомендовала компаниям избегать навигации через маршруты, где уже зарегистрированы случаи пиратства. Данная мера позволила значительно сократить риски. Также экипажи торговых судов используют стратегии маскировки и обмана. Создаются ложные цели, чтобы отвлечь возможных нападающих и дать возможность всем вовлеченным сторонам safely escape. Кроме того, применение маневренных тактик становится все более важным аспектом безопасности. Экипажи судов обучаются использовать специальные приемы, такие как резкое увеличение скорости и маневры, которые затрудняют пиратам захватить судно. За примером стоит обратиться к 2021 году, когда один контейнеровоз успешно уклонился от пиратов, поддерживая скорость 18 узлов, а экипаж с помощью маневров ушел от нападения уже через несколько минут. Сочетание новейших технологий и международного сотрудничества становится одной из основных причин, по которым современные судоходные компании все чаще предпочитают избегать столкновения с пиратами. На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем активное участие государственных органов в борьбе с пиратством. Совместные операции военно-морских сил стали основой обеспечения безопасности на ключевых морских маршрутах. По данным НАТО, только в 2021-2022 годах количество операций против пиратов возросло вдвое. Это изменило ситуацию и создало атмосферу, в которой пираты становятся уязвимыми для действий международной коалиции. Международное бюро по морской безопасности сообщает, что уровень пиратства в Аденском заливе снизился на более чем 90% за последние 10 лет.
Это означает, что огромное количество торговых судов может безопасно пересекать эти воды без страха быть атакованными. Однако наиболее эффективно предотвратить пиратские атаки можно в самом начале, блокируя потенциальные пути угрозы через международное сотрудничество. Соглашения о взаимопомощи и обмен информацией между странами значительно увеличивают готовность к неожиданным ситуациям и снижают вероятность нападений. Вместе мы можем создать безопасное море, свободное от преступности. Также важным фактором, влияющим на решение о неиспользовании оружия, является общественное мнение и давление со стороны разных культур и сообществ. Современные потребители и даже правительства ожидают от компаний ответственности за методы работы. В результате исследования, проведенного Harvard Business Review, выяснилось, что около 60% потребителей требуют от компаний активных действий в отношении обеспечения безопасности. Дорогие зрители, этот мощный общественный тренд оказывает весомое воздействие на решение бизнеса. Освещение инцидентов в СМИ и их обсуждение в социальных сетях заставляют компании делать шаги навстречу своим клиентам. Мы живем в век, где события менее чем за несколько часов могут стать достоянием гласности, и, соответственно, ошибки быстро накапливаются и становятся частью имиджа компании. Таким образом, организации, которые плохо относятся к вопросам безопасности и ответственному поведению, рискуют потерять свои позиции на рынке. Мы живем в мире, где любое решение может иметь далеко идущие последствия, и важно воспринимать это серьезно. Таким образом, причины, по которым торговые корабли не используют оружие против пиратов в океане, действительно являются многофакторными и связанными друг с другом. Правовые рамки и тяжесть моральных аспектов формируют барьеры, дополненные экономическими соображениями и давлением общественного мнения. Компании, вместо применения силы, эффективно переходят к методам защиты, основываясь на высоких технологиях и международном сотрудничестве. Пираты больше не могут безнаказанно терроризировать океаны, что открывает для торговли новые горизонты и возможности. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам глубже понять мир морской безопасности, ее вызов и динамику, влияющие на торговлю и безопасность на высоком море. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш канал и делитесь своими мыслями, чтобы мы могли подготовить больше интересных историй и фактов.